Возле отеля Sunrise, который расположен на старом Шератоне, есть милое местечко – свободный пляж. Вход на этот пляж через забор, но это посетителей совсем не смущает. Этот пляж – любимое местечко для резидентов Хургады и местных жителей. А последние дни постояльцы пляжа проводят время вот так. Потому что случилось это. Today, Sure, today. Today you come to Kalabush. Сняла? Пала. Молодой человек, который совершил вот это вот факт хулиганства, вандализма, раскидал стекло по пляжу битое, фужеры, бокалы летели, которые он кидал в море. Он терроризирует тут уже месяца два точно всех. Месяц назад скинул мой рюкзак, пока я плавал далеко в море. Вот, я приплываю, рюкзак достаю из воды, все мокрое, вещи мокрые, домой пришлось идти мокрым. То есть он занимался вредительством. Именно настоящим вредительством, я полагаю, что это хулиганство, и оно одобрялось со стороны руководства Гранады, потому что он неоднократно говорил, что он там работает. Позавчера мы пришли на это море, потому что мы обычно приходим, чтобы посмотреть на море, посидеть здесь, встретить закат. И увидели, что со стороны Гранады идет мужчина, который несет ящики. И оказывается, это были не первый ящик, не первый, не второй, это были последние 5-й или 6-й ящик, который он принес и выбросил в море. Мы пытались его остановить, мы сказали, что мы вызовем полицию, мы сказали, что так делать нельзя, но он, конечно, не слушался, он был очень агрессивен, он смеялся над нами, он танцевал какие-то свои танцы и выбрасывал очень демонстративно все эти ящики в море. Здесь уже все было усыпано стеклом, видимо, он уже до этого пришел. И в море все дно было полностью усыпано стеклом. Он смеялся, издевался над нами. Мы ничего не смогли сделать. И люди пишут, что он высыпал 5 коробок. На самом деле он высыпал 16 коробок, потому что засыпано было 2 пляжа. Вот этот пляж и который вот за этой косой. Он усеял полностью воду и полностью весь берег. Ни на какие наши уговоры не реагировал никак. Драться мы не полезли, потому что мы не имеем права, это неэтично рукоприкладствовать. Поэтому мы пытались словесно как-то остановить это зло, но бесполезно. Я лично, когда он ушел, собрала 1,5 ящика, и мы отнесли это за периметр. Но он там это нашел, принес новые коробки, принес то, что я уже собрала, и снова рассыпал. И всех матом крыл, и, в общем, никак не реагировал. Вот это лично я видела. И если бы мы не засняли, если бы мы не позвонили, не рассказали всем, мы бы, к сожалению, ничего не добились. Тем, что этого человека остановили и посадили его в тюрьму в тот же вечер. Спасибо всем неравнодушным, кто это сделал, потому что все начали писать, все начали звонить. И египтяне, и власти Египта, они сразу отреагировали, и в этот же вечер его посадили в тюрьму, потому что они сначала провели расследование, посмотрели, действительно ли он виноват, действительно ли он как-то связан с этим рестораном «Гранада», и нашли все доказательства того, что он это сделал. Ну, справедливость восторжествовала. Конечно, пляж мы уже почистили, потому что чистили 2 дня, эти осколки, они до сих пор еще в воде, люди плавали с масками и продолжают собирать до сих пор. Вот эти были вот очень острые стекла именно от фужеров, от бокалов, от рюмок и от бутылок с вином. Он здесь их бил, вернее, он там их бил. И вот эти мелкие стекла, вот посмотрите, сколько. Это уже сегодня, потому что вчера это было 7 или 8 пакетов таких, а сейчас продолжают собирать. Хорошо, что неравнодушные люди есть, которые продолжают собирать. Резались дети, резались взрослые, те, которые собирали, резали себе руки. Но это не только вот акт вандализма и загрязнения Красного моря, но еще и привлечение акул. Когда режутся люди, то акулы, конечно, за 1,5 километра чувствуют запах крови. То есть он совершил, даже он не понимал, что он делает, мне кажется, потому что это могло бы быть намного серьезнее, если бы его не остановили вовремя.
Власти Египта сформировали срочную комиссию, состоящую из высокопоставленных должностных лиц для поиска человека. Он был арестован в течение 4 часов после того, как видео появилось в социальных сетях. Большая благодарность властям Египта и губернатору Красного моря генералу-майору Амру Ханафи за молниеносную реакцию и за заботу о туристах. А на этом видео организация Хепка и добровольцы очищают море от битого стекла. Хочу выразить огромную благодарность властям за то, что они оперативно отреагировали. Мы разослали информацию в тот же день в Facebook. В Фейсбуке подключились иностранцы, разослали по своим каналам. В итоге она оказалась где-то в 30 пабликах. И услышали наши молитвы власти и забрали его в тот же день. Этот охранник говорил, когда мы ему говорили: ты поедешь в Калабуш завтра, мы примем меры. И он шутил: а почему завтра в Калабуш, я хочу сегодня. И в итоге нам дали власти обратную связь. Мы услышали желание гражданина попасть в Калабуш уже сегодня, поэтому мы сегодня его и забрали. Ну и хочу выразить огромную благодарность властям Египта, что они очень оперативно отреагировали и позаботились о безопасности туристов. Опа! Все, Валерия пошла плавать. Этот пляж очень любимый многими людьми. И здесь с удовольствием проводят время. Свободное время, выходные. Здесь хорошие кораллы. Красивые кораллы, и, как рассказывали постояльцы пляжа, они знали здесь каждую рыбку, каждый камешек. Так получилось, что в Египте вся береговая линия платная. И простым людям просто негде плавать, потому что ценник начинается с 20 фунтов за городской пляж. Это, конечно же, дорого, потому что зарплаты у людей $100. Они не могут себе позволить выгулять всю семью на выходные. Поэтому где-то должно быть такое место. И вот этот пляж, он как раз такой. Тут очень большая территория. Мы ее своими силами благоустраиваем, собираем здесь мусор, стекло. То есть после нас ничего не остается. Мы ухаживаем за территорией. И сюда ходят бедные египтяне и туристы, которые не могут себе позволить платные пляжи. Для иностранцев ценник на пляже начинается в среднем 70-100 фунтов. Ну что ж, на сегодня все. Буду с вами прощаться. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Берегите себя и природу. Пока-пока. До скорых встреч.